Шалом алейхем Мирушалаем. Мир вам из Иерусалима. Начинаем, как всегда, с поэзии. Ани хохма, лехоль хохма атерет. Ани нистар, лехоль сод мизгерет. Бли кульмус, веришуми никерет. Беэйн софер. חוברתי במחברת. בבת אחת דיו עליי עוברת, בלי שרטוט כתיבה מיושרת. תמך על דבורה הגברת, בשבט סופרים היא משוררת. לו אותי ראתה במחתרת, עלי ראשה הושמתי לכותרת. Друзья мои, это самый первый гимн еврейскому книгопечатанию. Он появился как часть колофона, книги, которая была издана в небольшом городке Пьова-ди-Сакка, недалеко от Падуи, в 1475 году таким первопечатником Мешуламом Кузи. Это большой четырехтомный трактат Якова бен Ашера Арбаа Турим, 4 столбца. Давайте я прочту вам этот текст сейчас в переводе чудесного петербургского поэта Николая Голя. Он, кстати, сделал этот перевод специально по моей просьбе, в частности, для нашей лекции. «Я мудрости вернейшая опора, во мне начало тайны и конец. Зачем пером вычерчивать узоры? Мне не нужны чернила и писец. Рисует краска, скрытая от взора, без разлиновки за столбцом столбец. Когда песцов восславила Дебора, она ведь поступила как слепец. Увидь меня, на голову без спора меня бы возложила, как венец». Ну, я думаю, теперь вы догадались, что наша последняя встреча и наша последняя жемчужина будут посвящены еврейскому книгопечатанию и первой книге, которая была напечатана на иврите. Говорить о значении книгопечатания вообще для цивилизации человеческой, для культуры, для возрождения, для эпохи довольно бессмысленно сейчас, и мне кажется, что всем это понятно, это величайшее изобретение Гутенберга, и, собственно говоря, спора никакого с этим нет. Но для еврейской культуры, как мне кажется, собственно, не кажется, я в этом уверен, книгопечатание было и еще важнее, чем для всех остальных. По одной простой причине. Дело в том, что к середине 15 века, к моменту, когда к началу изобретения Гутенберга, к его первым опытам, вообще в Европе сложилась очень интересная традиция. Традиция скрипториев, то есть мастерских, в которых переписывали книги. Такие скриптории существовали при монастырях, существовали при университетах. И вот представьте себе, ментор, не знаю, дьяк, профессор стоит на кафедре, перед ним сидит 20, 30, 40 учеников, студентов, монахов, неважно кого. И он им членораздельно диктует текст. Они записывают. В конце дня он собирает эти 20, 30, 40 копий, проверяет их, исправляет ошибки, всегда вкрадываются какие-то ошибки, и подписывает в конце, что вот он это проверил. И смотрите, к концу дня или к концу недели, неважно, у нас есть 40, 50, а то и больше одинаковых копий конкретного сочинения. Это, считайте себе, печатная книга, только написанная от руки. Вот странным образом у евреев эта практика не прижилась. Или, по крайней мере, у нас нет ни одного свидетельства, что при крупных еврейских ешивах в Европе существовали вот такие вот мастерские скриптории. Чтобы сидели какие-то ешивы-бохеры, там, не знаю, молодые раввины и переписывали одновременно один и тот же текст. То есть дефицит текстов для евреев был еще более актуальным, чем для христиан. Особенно, если мы учтем, что вообще еврейская цивилизация – это цивилизация буквы.
цивилизация текста. Мы, собственно, и оставались одним народом в рассеянии, потому что читали одни и те же книги, собственно говоря, святые книги еще и читали и изучали в один и тот же период времени. Короче, для евреев это было действительно то, что они называли «млехет акодеш» – святая работа, которая спустилась с небес как подарок для них, чтобы у них наконец появились и выверенные тексты, и в достаточно большом количестве. Так что книгопечатание – это абсолютно для них, для нас абсолютно благословенное явление. Несколько слов буквально еще все-таки таких общих, чтобы мы понимали, о чем мы говорим. Сейчас самый первый период возникновения книгопечатания в науке называется период инкунабулов. Инкунабул – это латинское слово, которое обозначает пеленки, начало чего-то, если в переносном смысле. Ну, в общем, пеленки, колыбель, самое первое. Принято считать, что этот период ограничивается хронологически 1 января 1501 года. Ничего такого технически нового 2 января они не изобрели. Это чисто условная граница. Но, тем не менее, ее придерживаются. И вот эти инкунабулы, они выделены вот в такой отдельный сектор науки книговедения или науки по истории книги. Вот за этот период, то есть до 1 января 1501 года, евреи напечатали примерно 150 книг. Чтобы вы понимали, это мало, это маленькое вообще количество, это примерно 0,5% от всех книг, которые за этот период были напечатаны в Европе. Тем не менее, значение вот этих 150 книг, этих 0,5%, оно для истории книги и для истории вообще культуры Европы велико. И сейчас я объясню, почему. Значит, вообще, где это происходило? Это происходило в Италии, Испании, Португалии и в Турции. В Константинополе одна книга была напечатана. Мы знаем 18 мест вот в этих странах, в которых находились в тот или иной период, до 1501 года, еврейские типографии. Я вам прочту просто эти места, чтобы не забыть какое-нибудь из них. Значит, в Италии это 11 мест. Рим, Пьово ди Сакко, Реджо ди Калабрия, Мантуя, Феррара, Болонья, Санчина, Казальмаджоре, Неаполь, Брешия и Барка. В Испании это Гвадалахара, Ихар или Хиджар, иногда его называют, и Замора. В Португалии это Фару, Лиссабон и Лейрия. Ну и в Турции, как я уже сказал, Константинополь. Вот очень важное место – это Санчина. Мы сегодня не будем про это говорить, но вообще такое настоящее книгопечатание, уже не ремесленное, большое, началось именно в Санчино. А у нас в Тель-Авиве есть большой театральный комплекс, который находится на улице Санчино, дом 8. Я вот там был несколько дней тому назад и ко всем приставал. А вы вообще знаете, почему улица названа в честь Санчино и что это за Санчино, маленький городок в Италии, с какой, собственно говоря, стати? Ну, понятно, что никто этого не знал, а тем не менее, вот даже в топонимике Тель-Авива, во всяком случае, вот это вот местечко, где книгопечатание процветало в 15 веке, только еврейское, оно зафиксировано. Значит, почему это очень важно, я уже сказал. Среди этих мест и стран, например, в Португалии и в Турции вообще книгопечатание началось именно с издания еврейских книг. То есть еврейские очаги книгопечатания, они были первыми. Из вот этих 18 мест в 11 местах очаги еврейского книгопечатания, еврейские типографии, были, собственно говоря, вообще единственными типографиями в 15 веке. Это очень-очень важно. То есть, собственно говоря, от них там пошло потом вот это печатное слово. 150 изданий. Тираж колебался. Мы знаем, во всяком случае, что были тиражи в 150 книг, в 300 книг, в 400 книг. Это то, что вот свидетельства, которые до нас дошли.
Сегодня можно говорить о том, что во всех публичных книгохранилищах хранится примерно 2000 экземпляров или фрагментов еврейских первопечатных книг. Какое-то количество еще хранится в частных руках, и в частности мне доводилось и описывать, и исследовать частные коллекции в Англии, в Швейцарии и в Соединенных Штатах. Там тоже вообще-то немало книг, но, конечно, гораздо меньше. Итак, вот примерно 150 изданий, сохранилось примерно 2-2,5 тысячи экземпляров и фрагментов. Все это завершается в 1501 году. Первые датированные книги появились в 1475 году. Вот это уже упомянутый мной вот этот Арбаат Урим, а также в 1475 году на юге Апеннинского полуострова, в Реджо де Калабрия, печатник Авраам бен Гартен Сефард издал комментарий Раши к Пятикнижию. Эту книгу он завершил 10 Адара 5235 года, то есть 17 февраля 1475 года. Кто из них начал печатать раньше, мы не знаем. Понятно, что февраль был раньше, но Арбаат Урим очень большая вообще книга, это большая работа. Может быть, они начали раньше, неважно. Важно, что первые даты, которые мы знаем, это 1475 год. И как-то в науке раньше произошел некий подмен понятий. Каким-то образом сложилось так, что все воспринимали первые датированные книги как просто первые книги. И история еврейского книгопечатания начиналась с 1475 года, вот с этих двух изданий. Вообще история еврейского инкунабуловедения, то есть вот этой первого этапа книгопечатания, началась с работ итальянского гебраиста Джованни Бернардо де Росси. Джованни де Росси, вот тоже один из героев моей жизни. Это был скромный педагог сначала, потом профессор библеистики в Пармском университете. Небогатый человек, академический ученый, который всю свою жизнь понемножку собирал коллекцию еврейских рукописей и первопечатных книг, в основном библейской тематики. И вот он за всю свою жизнь собрал коллекцию инкунабулов. 92 экземпляра у него было, это вообще огромная коллекция. И написал несколько книг. В частности, самая главная вот его книга, она называется, не буду вам по латыни, так сказать, читать, она называется по-русски «Еврейско-книгопечатные анналы XV века». Что он сделал? Он, во-первых, выделил все еврейские инкунабулы как отдельный вот такой вот гуш, отдельный пласт книговедения. Он описал эти книги по латыни, то есть сделал эти описания доступными сразу для очень широкого круга ученых, книговедов или там библиографов, библиофилов. А также заложил как бы основы этих описаний. В частности, он привел там тексты колофонов еврейских инкунабулов с переводом на латинский язык. Вот он как бы дал старт. И уже он вот в этой своей монографии, действительно выдающейся, я очень много вообще лет ей занимался и там, заставлял переводить для себя куски его переводов. Это очень большая, очень серьезная работа. Вот уже в этой работе он обратил внимание на то, что помимо книг, в которых существуют даты, вот эти 1475 год и дальше, есть категория книг, безусловно, древних, безусловно, старых, в которых даты нету. Но нет сомнения в том, что они принадлежат к самому первому этапу возникновения книгопечатания. И он назвал вот эти издания, как бы он их датировал «Анте 1480», то есть до 1480 года. После него тоже многие обращали на это внимание, но среди этих книг была одна книга, в которой буквально в середине этой книги, в самом конце комментария, это был комментарий, сейчас расскажу, естественно, какой, на книгу «Исход», «Шемот»,
была одна маленькая строчка, в которой отмечалось, что эта книга была переписана, заметьте, переписана в том смысле, что еще никакой новой лексики-то и не было у первопечатника. Вот не так переписана. Аль-Едей Овадья Уменнаше Увиньямин ме Рома. Из Рима. Старинная книга без всякого сомнения. Здесь есть намек, что она была переписана выходцами из Рима или в Риме. Сразу обращает на себя внимание абсолютно нестандартная печать. Это, конечно, ашкеназские буквы, ашкеназские квадратные буквы, но они вот как бы вот такие рублено вырезанные. Лигатура алеф ламет. Но самое главное, что отличает вот этот шрифт или этот, как сказать, отлив этих букв от всех остальных, это буковка Т с невероятно куртуазно заворачивающимся чубчиком. Вот я почему-то всегда для себя думал, что так выглядели, я не знаю, шапки опричников или вот какая-то такая залихватская папаха казацкая. Вот этот Т, оно появляется в 4 книгах. Вообще этот шрифт появляется в 4 книгах. Эти все книги объединяются по разным признакам, но главное вот по признаку этого шрифта. То есть древние книги, скорее всего, напечатаны в Риме. И вот уже так как бы стояла эта группа отдельно до 1950 года. А в 1950 году появилась статья выдающегося, с моей точки зрения, ну, на тот момент американского библиографа Мозеса Маркса, родного брата Александра Маркса, о котором, может быть, вы помните, мы говорили, когда говорили о сборнике Ротшильда. Он был директором библиотеки еврейской теологической семинарии, а его брат вот Мозес, он работал в библиотеке Hebrew Union College, да, в Цинциннати. И он вот что сделал. Он заинтересовался, можно ли увидеть эти книги, прежде всего вот эти 4 книги, которые я потом назову, в контексте тех книг, которые издавались в Риме. И он обнаружил, что если взять римские издания с самого конца 1469 года, 1470 года, 1471, они с типографской точки зрения очень похожи. То есть там примерно одинаково расположен материал на странице. Они все напечатаны в один столбец, а не в два. Количество строчек, да, вот как бы большие поля, чистые листы в начале, даже вот в этой книге конкретно, про которую мы уже так условно говорим, там 2 даже чистых листа. Это все очень-очень похоже на то, как печатали книгу. Книги самые первые первопечатники. Вообще мы должны понимать, что в Германии, где началось книгопечатание, естественно, Гутенберг, еврейских книг быть не могло. Еврейские книги появились в Италии, и вообще Италия была вторая страна, где появилось книгопечатание после Германии. В Германии не могло быть, потому что это было дело гильдии, а евреев в гильдии не принимали. А вот в Италии, в небольшом местечке Субиако, под Римом, 2 немецких мастера, как их называли, священники малого чина, Арнольд Паннарц и Конрад Свенхейм, они в 1463-1464 году открыли первую типографию, напечатали несколько книг, и в 1467 году уже переехали в Рим. И вот с 1467 года они непосредственно начали печатать книги в Риме. Потом там появилась еще типография такого Ульриха Хана, Сикстуса или Зингера, несколько еще. Неважно. В общем, Рим превратился в такой итальянский центр книгопечатания. И, повторюсь еще раз, наши еврейские книги, они печатались примерно по тем же типографским лекалам. Но дальше еще более интересная произошла вещь. Уже как бы мои старшие коллеги, это такой профессор Перец Тишби из Иерусалимской национальной библиотеки и выдающийся абсолютно библиограф Адри Оффенберг из Амстердама, из библиотеки Розенталиана.
они обратили внимание на филиграни, то есть на водяные знаки на бумаге вот этих еврейских книг. Вот этот водяной знак, он называется арбалет в круге. Он появляется во всех 4 книгах, напечатанных шрифтом с буковкой Тет. И этот же знак появляется во всех римских изданиях периода 1469-1472 года. Это исключительно важный элемент, который дополнил для нас представление или подтвердил для нас то, что книги эти издавались и в Риме, и вот в такой ранний период. Так что сегодня мы считаем, что еврейское книгопечатание, или первые плоды еврейского книгопечатания, они появились в Риме, и они появились вот в этот период, скажем, с 1469 года. Первая и самая главная книга, колофон, который я вам уже показал, это комментарий Моше бен Нахмана Геронди к Пятикнижию, Перуш ха-Тора. Это вот книга, в которой есть колофон. Точно таким же шрифтом была напечатана книга Сефер Хе-Арух Натана бен Иехиэля из Рима. Это словарь. Значит, смотрите, у нас есть комментарий, есть словарь. Дальше у нас есть комментарий Леви бен Гершома на книгу Даниила, библейскую, небольшое издание. Вот это, так сказать, Герунди комментарий, это большой фолиант. Сефер Хе-Арух тоже большой фолиант. А дальше у нас есть книжка небольшого размера Перуш Даниэль и комментарий, самый знаменитый комментарий, это комментарий Раши Шломо бен Ицхака к Пятикнижию. Вот эти вот книжки. Самая первая из них, как считаю я, и как, собственно говоря, считал, прежде всего считал, конечно, Мозес Маркс, но я вообще с ним согласен, это вот наш с вами комментарий к Пятикнижию. Давайте теперь на него посмотрим. Смотрите, это самый первый лист. Что мы видим на этом листе? Мы видим, во-первых, что сразу печать 3 шрифтами. Самым большим такими крупными буквами написано «Перуш ха-Тора», то есть название книги, и дальше еще название раздела. Немножко меньшими буквами, но тоже четко квадратными есть вот это самое, что это комментарий Раби Моше бен Нахмана, и дальше идет вот текст таким уже витиеватым квадратным шрифтом, уже весь основной текст. В самом начале, вот здесь вот в такое предисловие, естественно, как всегда, начинается любой средневековый комментарий с возвеличивания предшественников и умаления своего значения. Но, тем не менее, он пишет здесь, что, в принципе, он в своем комментарии опирается на 2 авторитетов. На комментарий Раши, как на самый большой авторитет, и опирается, несмотря на то, что и критикует, на комментарий Авраама ибн Эзра. Вот он задает такую планку. Несколько слов, не могу держаться. Значит, автор этого комментария Моше бен Нахман Геронди, тоже один из моих самых любимых героев. Он выдающийся раввин, философ, мистик, глава еврейской общины, внимание, не Испании, а Каталонии. Вот когда его называют сефардом, я думаю, он бы этим оскорблялся, как современные каталонцы. Разница между Каталонией и Испанией в XIII-XIV веках была точно такой же, как сегодня. Он родился в 1194 году в Жероне и умер в 1270 году. Не знаем где, но в Святой Земле. Он вообще принадлежал, вот эта Каталония, он принадлежал и по еврейской культуре, и по еврейской традиции, конечно, ближе к Южной Франции, к французской школе тософистов, например, чем к сефарду. Вообще это действительно очень важно. Я даже вспоминаю, я как-то в Каталонии спросил в винном магазине, какое испанское вино они мне порекомендуют. Они на меня посмотрели сверху вниз и сказали, что мы испанские вина никому не рекомендуем. Вот этот разрыв, он всегда существовал. Итак, это каталонский, выдающийся, очень тонкий комментатор Библии и выдающийся раввинский авторитет, глава
общины каталонской, который, в частности, еще и прославился участием в знаменитом барселонском диспуте между христианами и иудеями 1263 года, диспутом, который организовал король Хайме I, король, можно сказать, праведник, и его личный, ну, я не знаю, про короля нельзя сказать друг, но вообще его личный хороший знакомый. Он, во всяком случае, не проиграл этот диспут, этим вошел в историю, и вот вошел в историю этим очень интересным комментарием. В частности, то, что этот комментарий так важен, говорит о том, что даже в этот период инкунабулов, в 15 веке, его издали 3 раза. Вот наше издание, условно говоря, 1469 года, издание в Лиссабоне 1489 года и неаполитанское издание 1490 года. Давайте пойдем дальше, посмотрим еще листы из нашей книги. Вот просто показать вам хочу, это лист из конца, собственно говоря, книги «Бытие», да, здесь раздел «Ваехи Яаков». Обратите внимание, в комментарии на 2 вещи. Во-первых, слово одно зачеркнуто и вписано на полях, а перед ним пробел. Вот здесь комментарий Рамбан говорит о диаспорах еврейских, об изгнаниях евреев, и в частности говорит, что вот одно из изгнаний – это изгнание грешников римских, то есть христиан. Вот слово «Роми», «Рим», оно вообще пропущено, его нет. После «ги», вот там должно быть, мы знаем это по другим рукописям, «Роми». Они его сами пропустили, чтобы не было никакого уже сомнения. А дальше хорошо, если увеличить и посмотреть на свет, там есть слово «харешаа», то есть, как это, решаата у нас, грешные, да, вот этот грешный Рим, это точно, конечно, христианская империя. Это зачеркнуто, увидим сейчас, кем зачеркнуто, и написано слово «Эдом», вписано каким-то читателем, видимо, поздним. Эдом – это ассоциация или намек на христианскую цивилизацию, синоним Римской империи, собственно говоря, в еврейских средневековых текстов. Вот вам немножко и про конкретный экземпляр. Это экземпляр, который хранится в Национальной библиотеке в Израиле. И все-таки еще раз посмотрите, как выглядит этот лист. Смотрите, что получилось. Почему меня это очень волнует. Получилось вот что он действительно, ну, как я сказал, если не победил, то точно не проиграл в этот диспут 1263 года. Король, есть знаменитое высказывание этого Хая I, что он сказал, что он никогда не слышал такой блестящей защиты столь неугодного Богу дела, как иудаизм. Король одарил его большой суммой денег и отпустил. Но католики не могли на этом успокоиться. Католическая цензура, инквизиция стала требовать его ареста. В общем, короче говоря, ему пришлось покинуть родной город, покинуть Каталонию, и он поехал в Святую Землю. И вот мне это очень близко. Он пожилой человек, ему было 67 примерно лет. Он оказался в Акко. Оказался не по своей воле. То есть, может быть, по воле Всевышнего, как и мы все здесь сегодня оказались, но уж точно, наверное, не по своей вот такой продуманной воле. Он пожилым человеком оказался в Святой Земле. И, не знаю, я почему-то все время думаю про Данте, когда думаю об этой ситуации. Вот он оказался скитальцем. И что потрясающе совершенно для его времени. Оказавшись в Святой Земле, он начинает пересматривать свой комментарий к Пятикнижию. Потому что он вдруг увидел не просто этнографию, но и географию Святой Земли. Он вдруг увидел, что от могилы праматери Рахили до Вифлеема вообще совсем небольшое расстояние и так далее. И в частности, он здесь описывает в этом маленьком тексте, который он помещает в конце комментариев, его потом во многих изданиях стали помещать, замечательный рассказ о том, что ему в Акко принесли или он нашел древние монеты. И он описывает эти монеты, там был непонятный текст. А это был текст палеоеврейским письмом. И он обратился к самаритянам, и самаритяне смогли ему это письмо расшифровать. Вот по этому всему описанию сегодня археологи считают, что это монеты периода Великого Восстания, да, до 70-го года нашей эры, которые печатались.
То есть это вообще первый у нас факт того, что средневековый комментарий к Святому Писанию как-то коррелируется с археологией Святой Земли, по сути дела. То есть он рассказывает о том, как археология, найденные монеты подтверждают то, что описано, собственно говоря, в библейском тексте. Это очень интересно. А дальше, следующий маленький тоже текст, это его молитва. Он завершает свой комментарий, завершается это издание его персональной молитвой. Давайте посмотрим вот этот конец, следующий лист. Во-первых, давайте сразу посмотрим вниз этой иллюстрации, этого листа, в самый низ. Вот у нас здесь, смотрите, подпись цензора. Это очень известный всем, кто занимался историей еврейской книги, цензор, наш хороший знакомый Камилло Ягель, который, значит, процензурировал эту книгу, то есть зачеркнул то слово, которое мы видели в 1611 году, наверное. Он начал, во всяком случае, свою деятельность вот в Луго в 1611 году, и проработал он там, по-моему, для 1629 года, если я не ошибаюсь. Но, во всяком случае, это такой активный цензор. Кстати, рядом вот круглая печать, которую вы видите, это печать Шломо Залмана Шокена из его личной библиотеки. Помните, мы о нем говорили в той лекции, которая была посвящена еврейской средневековой поэзии и вообще тому, как он создал институт изучения еврейской средневековой поэзии. Вот это его печать, это его библиотека, она потом перекочевала в фонды Национальной библиотеки Израиля, и эту тоже мы видите, вот эту гушпанку, или вот эту печать такую овальную Национальной библиотеки. Вот как бы история этого экземпляра. Окончается, как я уже сказал, это текст молитвы. И эта молитва, она очень трогательная, и она персонифицированная. Вот он пишет, вторая строчка последнего абзаца прямо называет себя. Моше бен Нахман, я, Моше бен Нахман, который пришел, да, в святую землю лир-от ареха, чтобы увидеть города твои, Господь, храм твой и разрушение. Что он увидел? Он увидел, конечно, полностью запущенную еврейскую жизнь в Палестине, в Святой Земле. Попытался и не безуспешно ее возродить, основал ешиву. И вот этот последний фрагмент, это его, с одной стороны, описание разрухи, может быть, и духовной разрухи. И конец – это как-то большая надежда на возрождение, на духовное возрождение в Святой Земле. И вот как бы, не по своей воле он туда попал. Можно сказать, что, скажем, мне это очень близко. Но попав, он сделал все, что от него зависело, чтобы и улучшить свой комментарий, и поддержать маленькую еврейскую общину, жизнь которой теплилась там, и как бы остаться в веках вот с такой молитвой надежды. И на этом я хотел бы завершить наш курс. Я очень надеюсь, что все жемчужины, про которые я вам рассказал, и в частности вот эта последняя первопечатная жемчужина, показались и вам исключительно ценными. Я очень надеюсь на мир в Святой Земле, на процветание, полностью солидарен с нашим героем Моше бен Нахманом Герунзи и желаю вам всем, безусловно, здоровья и мира. Гею шалом. Пребывайте в мире. Thank you.